Среди любителей Лего существует такое понятие, как НПУ, или же Nice Part Use, что переводится как «забавное применение деталей». И на примере данного набора мы наглядно покажем, о чем идет речь. Не переключайтесь. На обзоре у нас маленькие растения из ботанической коллекции. Набор состоит из 758 деталей, и его могут собирать одновременно несколько человек. Всего в коробке 6 пакетиков с деталями и 3 инструкции, по одной для каждого класса растений. На страницах первой инструкции разместилось фото дизайнера и парочку слов от него касаемо набора. Каждая из 3 инструкций предлагает собрать разные виды растений, и из первой мы соберем тропические растения. Открываем пакетики и начинаем собирать. Сборка растений всегда начинается с горшка, а уж потом собирается сам цветок и устанавливается на место. Первый цветок и первая встреча с НПУ. Такие элементы, как бабочки, послужили листьями для нашего растения. В этом цвете они являются уникальными. Решение весьма разумное, так как листья настоящего растения действительно напоминают бабочек. На очереди второй цветок, и первым делом собираем горшок для него. Это так называемое денежное дерево. Его лепестки выполнены из головных уборов для минифигурок. Данные кепки впервые созданы в таком цвете, что делает их уникальными. Как на растении, так и на фигурке они смотрятся хорошо. По завершении первого пакетика у нас получились 2 милых цветка. Смотрятся они отлично, хоть и выполнены вне размеров реальных растений. Убираем их в сторону и собираем дальше. Из второго пакетика получился вот такой красивый цветок, который является самым высоким в наборе. Это Антуриум андре. Его ярко-красные лепестки выполнены из элементов ракушек, впервые выпущенных в данном цвете. Первая инструкция окончена, переходим к следующей, из которой мы соберем плотоядные растения. Приступаем. Сборка данного набора несложна, но интересна, это факт. Сперва мы собрали венерину мухоловку. Так называемые челюсти растения выполнены из элемента, который обычно изображает топпинг торта. В данном цвете встречается впервые, кстати. Следующее по величине растение – это росянка. Ее листья выполнены из расчесок, которые своим видом напоминают волоски листьев растения. Венчает растение небольшой цветочек, который представлен такими элементами, как погоны. Они выполнены в розовом цвете и являются уникальными. Последней в этой тройке является сарацения, которой также достались интересные элементы. Например, ее верхняя часть выполнена из бледно-салатовых шлемов для минифигурок, а тело растения представлено яркими элементами метел. В общем-то, очень креативный подход. Напоследок мы соберем растения из засушливых мест, проще говоря, кактусы. Ну и начинаем по порядку. Самая маленькая – это Дудлея бритона, которая имеет множество красивых цветов и оттенков в наличии. За ней идет опунция стелющаяся, единственное растение, которое имеет элементы с принтами, в данном случае это иголки кактуса. Ну и закрывает нашу тройку большой кактус мамилярия. Весьма красивый и пестрый, он покрыт иголками, выполненными из цветочных стеблей бежевого цвета. Эти крохотули смогут украсить любой интерьер, даже несмотря на свои размеры, а грамотное использование НПУ лишь подчеркивает их необычный вид.
подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. На этом все. Всем пока!